Добрый день, друзья и подписчики. Хочу показать вам в очередной раз, как я ремонтирую аквариум. Наверное, занимаюсь глупостью. Надо как продавцу мне продавать новые аквариумы. А здесь, конечно, возня. Смотрите, что получилось. Аквариум старый. Одна из стенок практически отвалилась. Вторая стоит, держится вроде бы. Вот, значит, я ее обрезал. Обрезал я ее вот таким вот лезвием ржавым. Вот таким вот образом. Сейчас зачищаю. Значит, стекло лобовое я уже зачистил. Лучше шкребка, по-моему, ничего нет. Здесь никакая химия не поможет. Сейчас также буду зачищать ребра, торцы этих стекол. Надо полностью убрать весь клей, иначе толку не будет, не приклеится. А где силикона на старый силикон нет. Вот. Ну и также вот такая вот баночка. Что самое удивительное, люди приносят не бедные, но, видимо, скупые. Вот такая баночка. Лопнуло дно. И просто-напросто сейчас будем ставить сюда заплаточку. Кусок стекла, внешний вид это не портит, функциональности не меняет. Ну, тем более, изобретать что-то новое с таким аквариумом нету смысла. Разбирать его выйдет себе дороже. Неблагодарный труд, зачистка. Неблагодарный труд. Поэтому будем ремонтировать на скорую руку, но качественно. Другим способом убрать силикон невозможно. Ну, можно попробовать химии, но она... И химия бывает подделка. То ли химия не работает, то ли силикон не тот. Вот. Поэтому надежнее. Лезвия, ничего нет. Вот таким вот образом. Находим изъяны и опять устраняем. Как я уже сказал, силикона не должно остаться. Вожусь я уже с полчаса точно с этой банкой. Еще полчаса, и я думаю, что я это сделаю. Вот я нанес свежий клей. Видно, как он лег. Теперь будем ждать засыхания и будем чистить. Осталась еще одна баночка с заплаткой на дне. Вот сейчас я уже положил планки сверху. Еще поставим перемычки, вот, как они здесь и были. Будем зачищать скоро. И значит еще у нас вот эта вот баночка была с трещиной, которая на дно я положил заплатку. Переделывать его смысла нет.
Вот таким вот образом. Сэндвич дно. Под ней, соответственно, трещина. Вот так вот делается быстрый, дешевый ремонт на скорую руку, скажем так. Спасибо за внимание. Надеюсь, был полезен.